Всем привет! Сегодня фильм «1+1». Оригинальное название «Антушабле», неприкасаемый с французского. 2011 год. Режиссеры и авторы сценария Эрик Толедано, Оливье Накаш. В главных ролях Франсуа Клюзе и Омар Си. Бюджет 12 миллионов, сборы 426 миллионов. Фильм основан на реальных событиях. Прототипом является французский бизнесмен и известный парапланерист Филипп Поццо ди Борго, 14 февраля 1951 года рождения. После несчастного случая, случившегося с ним в 1993 году, когда ему было 42 года, он остался полностью парализованным. Ухаживал за ним алжирец Абдель Селу, отсидевший в тюрьме 2 года за кражу, а еще он ухаживал за умирающей от рака женой Филиппа. Филипп вспоминал: нас объединяло схожее чувство юмора, и Абдель никогда не относился ко мне снисходительно. Он относился ко мне без всякого почтения. И это мне нравилось. Абдель подбил Филиппа отправиться в кругосветное путешествие, и в Марокко оба встретили своих будущих жен. Хадиджа, так звали будущую жену Филиппа. У них все хорошо, они путешествуют по миру, он пишет книги, в общем, живет полнокровной жизнью. У Абделя тоже все хорошо, он женат, владеет винным бизнесом, написал несколько книг, проводит семинары, тренинги и по-прежнему дружит с Филиппом. Удивительная история, иногда жизнь преподносит сценарий покруче, чем в каком-нибудь придуманном фильме. Ну, теперь о фильме. Лично меня поразило то, что очень грустная и тяжелая тема ухода за парализованным человеком была рассказана не с безысходной интонацией, а с обилием юмора и в жизнеутверждающем ключе, то есть главный герой не только не вызывал жалость, а наоборот источал такую энергию и позитив, что впору позавидовать. А ведь на самом деле это совсем не веселая история, я имею в виду уход за паралитиком. Ну, тут дело в том, что сам паралитик человек скорее позитивный и богатый, а ухаживающий мелкий преступник, при этом простой и открытый. Когда я смотрела фильм, я не знала, что фильм основан на реальных событиях. В титрах об этом говорится, я, видимо, невнимательно смотрела. Я еще подумала тогда, что так не бывает, чтобы парализованный миллионер нанял бывшего зэка. Все родственники удивлялись, но потом я стала рассуждать. Кто-то из прислуги обронил такую фразу: «Больше недели никто не выдерживает». А ведь это правда. Ухаживать за лежачим больным настолько сложно, что понять это может только тот человек, кто сам прошел через это. Во-первых, надо обладать недюжинной физической силой, чтобы перемещать больного, и Идрис был сильным. Во-вторых, надо иметь адское терпение, потому что ты понимаешь, что весь этот уход — напрасный труд, и больному не станет лучше. И здесь Дрису не было равных, в том смысле, что человек, отсидевший срок, не может похвастать тем, что его наперебой приглашают на работу. Для таких людей очень важно, чтобы их не жалели. Плюс у богатых свои причуды. То есть они такие разные, нуждались друг в друге. Филипп в сильной сиделке и обладающем чувством юмора друге, а Дрис в хорошо оплачиваемой работе. И в то же время так совпало, что человек, за которым он ухаживал, несмотря на приключившееся с ним несчастье, по-прежнему любит жизнь и тоже обладает невероятным чувством юмора. И время показало, что эти двое нашли друг друга. То есть Дрис не сбежал через неделю, а Филипп нашел в нем хорошую сиделку и понимающего друга. Нет смысла, мне кажется, пересказывать сюжет. Наверняка все его видели и знают, о чем этот фильм. Хотелось бы остановиться на эпизоде покупки картины в стиле экспрессионизма, который является одним из течений абстракционизма в живописи. Манера быстрого рисунка на большом полотне с использованием подчеркнуто неогеометрических штрихов, наносимых с помощью широких кистей флейцев. При этом крупные капли краски могут падать на расстеленный холст, как попало. Экспрессия такого метода является главным и единственным признаком принадлежности к искусству. Это я вычитала в интернете. Этот эпизод снят в ироничном ключе. Мне всегда казалось, что абстрактные картины подобного рода, брызги, краски и тому подобное, к искусству не имеют никакого отношения. Это просто относительно новое модернистское течение, ставшее модным. И подобные картины, впрочем, как и все остальные дорогие картины, приобретаются с целью долгосрочных вложений. И в этой сделке обязательно должно быть задействовано третье лицо, некий эксперт-ценитель, который, многозначительно глядя на картину, произнесет: «Да, лето так через 10 она будет стоить», и называет какую-нибудь космическую сумму.
Мне показалось, что картина, которую впоследствии нарисовал Дрис, имела большую художественную ценность, нежели та, которую приобрел Филипп. Ну, по цветовой гамме она была более выигрышна, да и в целом композиционно неплохо смотрелась. Да простят меня художники, эксперты-искусствоведы. Но есть художественный фильм, я его посмотрела и просто делюсь с вами своими впечатлениями, не более того. Ну и в конце концов в галерею ходят не только истинные ценители искусства. В его картине был отчетливый сюжет, там виден город и небо над ним. Она гораздо более сложная в плане композиции и ближе к традиционной живописи, если так можно сказать. А та картина с кляксой — это уже абсолютная абстракция. Ну, не знаю, что тут сказать, я думал, что только картины очень известных художников той эпохи, когда абстракционизм зарождался и активно развивался, стоят чего-то. А тут вроде не тот случай, хотя я точно не помню, называли в фильме авторы или нет. В любом случае, я думаю, что в этом была какая-то шутка или ирония. Вряд ли так легко можно продать за большие деньги картину дебютанта. Но вернемся к основной теме фильма. Я всегда считала и считаю, что деньги не самое главное в жизни. Но посмотрев этот фильм, я подумала, что в трудные времена нашей жизни с деньгами было бы как-то веселее. Если ты очень богат, то некоторые болезни совсем не страшны, как кажется на первый взгляд. Но дело не только в богатстве, плюс сила духа и позитивный темперамент. Хотя большие деньги, наверное, способны существенно повлиять и на силу духа, и на позитивный темперамент. Я всегда себе говорю, сделай все, что зависит от тебя. Остальное, как судьба распорядится. На этом все. Всем здоровья и денег побольше. Всем пока. Пока.